Бонжорно, жесть. Орудие это труда. Проперден вошла. Вошла? Да. Такая с ТНТ красивая барышня. А 100, блядь. О, блин, то есть. Я-то лопну. Вопросов И нет. я лопну. Ты мне напоминаешь это, пятачка. Да, опережение везения. Маэстро. Здравствуйте, граждане! Вы на канале Мир это просто. Меня, как всегда, зовут Алексей Борода. С нами сегодня Андрей. Как всегда. Не прошло и полгода. Да, не прошло и полгода. Мы снимали в галерее напротив несколько орудий. Оружий. Короче, да. Орудие это труда. А Да. это оружие. Оружие. Поехали. Так, Андрей, чего это у нас такое? Ну, это ружье недавно засветилось. Мы уже выложили на канал? Выложу, да, уже к Да, этому вот моменту момент. уже будет. На встрече с музыкантами. Это ружье гладкоствольное 12-го калибра итальянской марки Perugini Vizzini. Интересная вещь, что... Вспоминается как Яна Кошкина не видел, выкладывала, ее там армянин учил, типа итальянец. А кто такой Яна Кошкин? Ян Кошкин это такая с ТНТ красивая барышня. И он там говорил, перфекто же. Ты сейчас пол Москвы показал вообще. Ну, короче, там, вот, да, Ну, типичная понятно. москвичка. И он говорил, перфекто жесть. Бонжорно жесть. Так, Ну что, это настоящий итальянец, не как тот. это более того настолько настоящий итальянец, что итальянский некуда. То есть интересно, что вот его название видно. Perugini Vizzini, маэстро, да, где здесь написано? Ага, вот. Маэстро. Да. Это ружье итальянских мастеров. Интересно, что ружье выпускается с 1967 года. Уж когда он там был разработан, я не знаю. Ага. А делают его с 1967 года практически без изменений. Вносятся какие-то небольшие там косметические усовершенствования, а в основном это вот оно как есть, так и есть. И оно в своей такой красоте радует уже многих людей. Да. Интересно сказать, что, например, номер этого ружья 3500 примерно. То есть представьте, да, серийный номер 3500 делают их с 67 года. То есть как количество штук в месяц или даже в год. Это вообще единица. Так, давай. Надо сказать, что это, во-первых, это ружье для стендовой стрельбы. То есть Да. это не для ходовой охоты, это ружье тяжелое, оно весит почти 4 килограмма. Ох, да, прилично. Да, вот на сегодняшний день настрел на нем где-то, так я думаю, около 100. Ага. 100 То есть тысяч, это ага. так на всякий случай 10 иж 27. Ну, понятно. По цене, правда, не 10, а 100, блядь. О, блин, то есть. Я не думаю. Ну, не 100, ладно, там, 500. Шучу. Сейчас вообще непонятно, сколько это стоит, поэтому, Ну и вообще, как я такое не оружие оценивать, если честно. все очень просто. Я пытался с ним расстаться, но не сумел. Вот, я говорю про это, как его оценивать. Так, скажем, значит, стволы. Кстати, у нас здесь длина, не помнишь, Андрей? Это 81 сантиметр ствол. Ого! Значит, такие же стволы Не бывают. 71? Бывает 71, 76, 78. Это 81 конкретно ствол. Ого! С встроенными дульными С внутренней резьбой. внутренней резьбой, да. Ставки Gemini, очень тоненькие буквально. Ага. То есть ничего не весит. Отлично отбалансированное ружье. У нас здесь напильничек так называемый, причем с внутренней вкладкой, как, кстати, на МЦшках. Ну, МЦшки, вернее, как здесь. Понятно, что это был первоисточник. Очень круто сделано. Ну да. Я чего хотел сказать. Во-первых, Это ружье, кстати, 12 года. Оно не такое старое. Оно не 6. да, оно совсем новое, можно сказать, для такого ружья. Ну, как сказать. Ну, относительно. Ну, не 900 же 12-го. Мы снимали, какие только уже не снимали, там, и довоенные и так далее. Я что хочу по нему заметить. Первый момент. Мы сейчас покажем, потом вытащим вот, как это, ну, спусковой ОСМ. механизм, да, ОСМ. Да, на спусковой механизм. Меня что удивило. Вот обратите внимание, вот на вот это вот дерево. Интересно. Если бы мы не знали, что на этом ружье написано Perugini Vizzini, а было бы написано, например, ИЖ-27, то все бы, естественно, включая меня, подумали, что это пластик. То есть он выглядит именно как такой пластик, ну вот, короче, пластик. А что это, Андрей, за дерево? Расскажи. Это кап грецкого ореха. Причем интересно, что вот это
сделано в Самаре. Сниму. Да ладно. Да, это сделал наш самарский мастер. То есть на самом деле это кап грецкого ореха, который обработан и покрыл шеллаком. Угу. Так, это дорого. Ну, сейчас... Мы не будем говорить цену, но не дешево. Нет, ну, во-первых, это сделано под это ружье, конкретно под меня. То есть подобрана длина. И приклад тоже он делал. Естественно, это все вот, одежду сделал человек, который... И давай про особенности скажем. Вот, Вообще, конечно, это материал такой. Он, конечно, красивый. Его бы, может быть, за стенку поставить куда-то там, любоваться им. Потому что он очень не любит солнце. Вот если его сейчас оставить на солнце, то он потечет, поскольку сам по себе материал образуется. Это корень грецкого ореха. Грязь, упала смола, упала семечко. Все это вот так обрастает, поэтому вот получается такой вот, такой вот нарядный рисунок. Вот я говорю, поэтому что можно подумать, что это пластмасса, потому что дереву такой рисунок не типичен, скажем так. И если вот бывает, можно там зубочисткой взять, в каком-то месте ткнуть, будет твердый. На миллиметр сдвигаешься, зубочистка будет проваливаться. Очень капризное дерево само по себе в работе, поэтому прежде чем его вот поставить на это ружье, его естественным образом пропитали, стабилизировали, запустили сюда несколько там штифтов бамбуковых для того, чтобы оно держало свою форму. Все это сделал, естественно, я говорю, что все это сделал наш самарский мастер. Ну, нащечник, соответственно, у тебя. Ну, это, да, путь. Регулируемый гребень, так называемый, да. Вот. Интересно, что ружье это фальш боковые планочки, весь механизм спрятан под ним. Ружье очень сильно напоминает конструкцию известной фирмы Пиратцы. Причем есть такая интересная вещь, что у них какая-то там кооперация. Что-то одни делают Пиратцы, что-то Перуджини, меняются. Много вообще вокруг этого ружья таких веселых историй. Я вот ту историю, когда рассказывал, как с музыкантами, не знаю, вошла она, нет? Не вошла, я отсмотрел, история не вошла. Давай расскажем. Есть до сегодняшний день английская фирма, она так, если читаете, Пёд, если по-немецки читать, Перден называется. Вошла. Про Перден вошла. Вошла? Да. Тогда не будем дальше. Да, видео посмотрите там про музыкантов, я ссылочку Да, то есть интересно, что просто эти ружья принесли королю Испании и пытались выдать за свои. Вот так. А он, в общем, тоже так, стенд пострелять не дурак. Он говорит, ну что ж, отделку вы хорошо делаете, а вот Перуджини до сих пор хорошо делают железо. Да. Ну, молодцы, его, что ну скажем, приятно держать его. Ну, тут можно один момент посмотреть, например, это излечь УСМ. Во-первых, как просто обратить внимание, это все извлекается, и как красота, Диман. Интересно в том, что вот эти УСМ, когда срабатывает, вот здесь находятся боевые пружины, вот в этих чехлах. И даже если боевая пружина сломается, то она все равно останется внутри этого цилиндра, и все равно курок будет работать. Класс. Чтобы разобрать, например, этот УСМ, достаточно вот так нажать вот в это отверстие, вставить штифт или иголочку. При этом совершенно спокойно дальше изымается вот пружинка, спокойно изымается из магазина, из магазина курки, доступ к шепталам. То есть он вообще разбирается без какого-либо инструмента. То есть вот это устройство, оно все сделано, то есть, можно сказать, произведение искусства. Да, причем первый раз, когда разбирали, мне показалось, что тут что-то в форме сердца, а сейчас нет, это какая-то вообще такая, даже не знаю, как под сказать. Маслом немножко, да, потому что это улита, поэтому... Это я к тому, что вот МЦ мы снимали, да, и наш производитель говорит, что там очень легко меняется вот это УСМ. Да где там легко? Я посмотрел, покрутил, никто ничего не вынимается. Ребят, вот это легко. Вопросов вообще нету, никаких. Ну, здесь же покрутим. Селектор. Крути, как считаешь нужно. Вот, с этой стороны, соответственно, мы увидим, да, когда он у нас вот здесь, вот он. Красотища. Здесь другой металл, обратите внимание. Ну, блин.
маслом. Вот эта часть сама просто посоветую. Это произведение искусства, вот я по-другому сказать не могу. Ну, надо сказать, что все практически заполировано. То есть, Как итальяшки это то есть делают? надо понимать, что поверхности полированные, шлифованные. То есть, ну, здесь стоимость самого изготовления, она очень приличная. Конечно. Конечно. Наши ружья берешь, они тоже, конечно, хорошие. Но Наверное. вот тщательности такой ее нет. Ну, к сожалению, даже на МЦшках, хотя тоже вроде ружье не дешевое. Ну, оно не прям дорогое, конечно, но и не дешевое. То есть МЦшку там хорошую можно там за 250, наверное, взять. Пожалуйста. Собственно говоря, все. Все. Единственное, что, конечно, вот после того, как вы сами извлекли, надо обязательно ружье сложить и сделать холостые выстрелы. 2. Иначе потом, ну, бывает не до конца защелкивается, потому что все на прям вот на тоненьком. Микроны, да, скажем так. Ну, да, на долях миллиметра. Так, по-моему, Андрей, у нас еще здесь было вручную, ты рассказывал тоже, да, расписано что-то было на каких-то редких сериях. Интересно, что это ружье, вот когда в недалеком прошлом было, оно были ружья стоимостью, ну, само ружье, вот голое, как это ружье, ну, от 9 до 14 тысяч евро стоило ружье. Были у нас на стенде 2 ружья, здесь, где была сделана гравировка, причем эта гравировка была сделана 2 разными стилями. Один стиль это был как штикель рознь, когда гравер выстукивает рисунок. Класс. А второй был стиль, это когда используется инструмент и рисунок наносится методом штрихов. Вот такими, вот такими штрихами. Я видел, да, как и он в такую мелкую насечку, мелкую. Так вот, стоимость такого ружья примерно в 3 раза больше. Ну, логично. То есть сама гравировка и само вот украшение добавляло ружью еще 2 стоимости. Ну, а как бы да. Ну, то есть понятно, да, что такие вещи, вот такую гравировку на ружье, которое развалится через 2000 выстрелов, не делают, да? Да. Поэтому... То есть я предлагаю, да, обратить еще раз внимание, вдруг это видео кто-то первый раз смотрит, да, кто наш канал не смотрел. Ребят, для чего делается такой запас в 1 миллион выстрелов? Ну, говорят, что ресурс у него... Ну, вроде как 1 миллион, да. Я просто не знаю, кто-нибудь вообще в России отстрелял такое? Не знаю. Вот, кстати, мужики, если нас кто будет смотреть, любители пират, напишите, пожалуйста, если у кого за 1 миллион перевалило. А здесь у нас 100 тысяч, то есть ему сносу нет, оно только родилось, можно сказать. Для чего? Давай еще раз рассказываем, в 10-й раз, в каждом видео почти про оружие это говорю. Для того, чтобы если вы начали стрелять спортинг, то вы с одним и тем же ружьем, не меняя ни приклада, ни цевьё, ничего, стреляли всю свою жизнь до глубокой старости. Вот и все. Все просто. Примерно, да, наверное, так и есть. Про ресурс. На самом деле ружье, вот данное ружье, оно претерпело некоторый ремонт. Запорная планка, которая закрывает ствол, была изготовлена и заменена. Ага. Причем, то есть, соответственно, вот видно, что флажок, вот он стоит, когда складывается ружье, запирает, немножко развернут. А почему, Андрей? Потому что здесь 10 градусов примерно угол есть, вот в этом месте. И когда затворная планка запирает, она садится глубже. Соответственно, когда она сдвигается, вот этот флажок все больше поворачивается. В принципе, по развороту этого флажка можно понимать, какой примерно износ ружья. Соответственно, когда ружье закрыто, нету ни шата, 100 тысяч выстрелов, 100 тысяч. Ну и обращаю ваше внимание, что мы, естественно, оружие направляем в безопасное расстояние, и все находятся у нас за. Шарик один лопнул. Ну, ты мне напоминаешь пятачка. Да. Помнишь, в виде шарик лопнул. Такая трагедия. Да. Ну, кстати, может мы как-то остальные лопнем? Пожалуйста. А что? Нет, я-то лопну, вопросов нет. И я лопну. Кстати, как классно заходит. Шикарно. Кстати, да, мы не сказали, что один спусковой крючок у нас, естественно. Ну, это уже классика жанра. Не новость. Третьего нет, не старайся. Ну, естественно, эжектор. Наслаждение? Наслаждение. Я обожаю вообще вот это ружье. Оно не имеет, кстати, никаких антабок. Буквально для того, оно не вешается на плечи. Ну, оно не охотничье, понятно. Да как сказать, я последние 2 года с ним вот на открытие на утку хожу.
Ну, А смысл? Потому что 2 выстрелов вполне хватает. да, конечно. Я сейчас хочу шарик дострелить, коль мне представилась возможность все-таки с перуджини везения пострелять. И просто еще раз обратить внимание, как все заходит. Да. Пожалуйста. Ну, собственно говоря, Шикарно. хорошее ружье, мне очень нравится. И да. мне очень нравится. Он такой. Собственно, момент такой. Я почему, как я его увидел первый раз? Я увидел на стенде, человек вот так вот просто зимой вытащил ОСМ и начал его протирать. Я вот этот вот ОСМ увидел, я понял, что это произведение искусства. Ага. А позднее мне пришлось это ружье разбирать, ну, такие вещи, как ударники, которые накалывают. Понятно, что они расположены, курки у нас вот так, а стволы вот так. Поэтому 2 ударника, я держу, 2 ударника, они расположены у нас вот под таким вот углами. Вот так. И поскольку он накалывает под углом патрон, в этом месте иногда он ломается. Это расходный материал, они Ну, имеют- это да, это понятно. Поэтому для того, чтобы их заменить, ну, я, в общем-то, это даже не ремонт, это просто замена. То есть, Ну да. я был вынужден его разобрать, и когда я его разобрал, я понял, насколько сложная вот эта деталь, сама коробка. Она сделана одной деталью. Ух ты. Фотографии есть, я перешлю, Ага. выложу в группу, чтобы люди посмотрели, как она вот устроена просто. Слушай, круто вообще. Это вот реально, я не знаю, как они это сделали, литье да нет, она не горячая. ты Кстати, что? да, он даже не разогрелся. Ну, 4 выстрела что-то. Ну да. Вот. Все формы, все. Если это делается руками, то просто снимаешь шляпу. Да, очень круто. Ну вот, я говорю, что все эти ружья одинаковые, но, как говорит Булат, то же самое, не одно и то же. И ощущения, хочу сказать, разные. Потому что, я говорю, давеча на соревнованиях я стрелял с МЦшки, которая, кстати, мне зашла, МЦ-200. Но до этого я попробовал пираци, пробовал берету, бинельку, вообще мимо. Вот пираци, говорю, господи, опять, видишь, пираци, перуджини везения. Все-таки зашла тебе операция, судя по всему. Название просто броское, пираци, как Феррари, Ламборджини. Вот, А тут пираци. перуджини, чем тебе не заходит? Перуджини, да, ну это же двойное, перуджини везение. Вот, короче, мне очень нравится, блин, класс, кайф. Вот, ну, удовольствие, что тут говорить, удовольствие. Ну, да, да. Это уже не просто оружие, и его, как скажем, что такие вещи в цене не дешевеют. Ну, наверное, все-таки дешевеет. Износ все-таки металлист, старение определенное. Но я думаю, что лет через 100 оно будет нормально. Вот я про это говорю, то есть это уже то, что можно передать детям по наследству. Фиг там, доживу, сам продам. Да вот так вот, да? Вот так. Не знаю, добавить, убавить, ничего больше, да? Ну, а что, да, в общем-то. Ружей много, все они одинаковые, все они разные. Да, абсолютно верно. Что называется, больше ружей, хорошая работа. Да. На том мы завершаемся. Вы на канале Мир это просто. Алексей Борода, Андрей с нами. Подписывайтесь на канал, забыл сказать. Лайки, колокольчики, подписывайтесь на канал. Если что, там помочь каналу, тоже там можно. Внизу ссылочки. Перуджини везение. Маэстро. Да. Пока. Пока. Не